Я приветствую всех на моем канале. Мы сегодня с вами свяжем вот такой летний топ. Идея это из интернета, это не моя идея. Связала я его размером S, XS примерно. Для этого я использую пряжу от фирмы Rirana. Состав где-то 45% хлопка, 50 грамм, 150 метров. И у меня ушло примерно 100 грамм пряжи. Я использую крючок номер 4. Я вам желаю приятного просмотра. Мы начинаем вязание. Крючок я завожу под нить, поднимаю нить вверх, прокручиваю крючок, держу вот здесь внизу нить и провязываю первую воздушную петлю. И теперь провязываю 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю я вяжу столбик с накидом. Накид, завожу крючок в первую петлю, протягиваю нить и провязываю первые 2 и вторые 2 петли. Это у нас столбик с накидом. Нижнюю первую петлю можно теперь затянуть немножко. Теперь мы вяжем 17 воздушных петель. Провязываю 8 петель воздушных. Одна воздушная петля у нас будет посередине. И теперь провязываю следующие 8 воздушных петель. И у нас получается 17 воздушных петель. 8 плюс 8 – 16, и одна посередине. Сюда мы будем ввязывать узор в среднюю петлю. Теперь я провязываю еще дополнительно 4 воздушные петли. И в первую из 4 я вяжу столбик с накидом. Вот в эту первую петлю провязываем столбик с накидом. Вот таким вот образом у нас выглядит. Теперь я вяжу 3 воздушные петли. И теперь вот где мы столбик вязали с накидом, вот сюда между двумя этими петельками мы заводим крючок и вяжем пышные столбики. Накид, завожу крючок вот сюда, протягиваю нить, длинную петлю вытягиваем, где-то больше сантиметра у меня получается. Второй накид, вытягиваем нить длинную. Третий накид, четвертый накид, пятый накид, вытягиваем петлю, и шестой накид, и также вытягиваем петлю. И теперь через все петли я протягиваю нить вот таким образом. И теперь вяжу 3 воздушные петли. Первая воздушная петля, вторая и третья. Вот такой пышный столбик у нас получается. И теперь мы провязываем такой же второй пышный столбик, здесь же рядышком. Первый накид, вытягиваем нить больше сантиметра примерно, второй накид, третий накид, вытягиваем нить, четвертый, опять вытягиваем 6 накидов в общем. 6 накидов провязали и через все петельки протягиваем нить. И теперь я провязываю 6 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая воздушная петля. Теперь мы пропускаем вот здесь 8 воздушных петель. И в 9-ю воздушную петлю мы будем продолжать вязание. То есть у нас получается здесь как раз середина. 8 воздушных с одной стороны, 8 воздушных с другой стороны. И теперь в 9-ю воздушную петлю мы провязываем 10 столбиков с накидом. Сюда завожу крючок и вывязываю 10 столбиков.
Первый столбик с накидом. Сюда же второй столбик с накидом. И так, таким образом вывязывая все 10 столбиков. Я провязала 10 столбиков, так вот выглядит. И теперь я вяжу 5 воздушных петель, 6 воздушных петель. И вывязываю здесь с краю опять пышные столбики. Как мы уже с вами связали с этой стороны, точно так же вывязываю. Накид завожу крючок вот сюда между петлями, вытягиваю подлиннее петельки, второй накид. И таким образом вывязываем 6 накидов. И после накида всегда вытягиваю петельку. 6 накидов провязала, и теперь через все петли я протягиваю нить. 3 воздушные петли. И сюда же, в эту же арочку я провязываю второй пышный столбик, также из 6 накидов. Накид, вытягиваем длинную нить, накид, длинные петли вытягиваем. Провязали все петли, и теперь через все петли я протягиваю нить. Одна воздушная петля, хорошо крепим все. И теперь вот здесь, сюда же, в это же место я вяжу последний столбик с накидом. Вот таким вот образом. Там, где у нас 2 пышных столбика. И вот так вот у нас выглядит. Следующий ряд я вяжу 3 воздушные петли, поворачиваю вязание, и вот в эту арочку мы повторяем то же самое, то есть мы вяжем 2 пышных столбика, первый пышный столбик, все точно так же, из 6 накидов. Провязываем все вместе 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. И сюда же в эту же арочку я провязываю второй пышный столбик. Опять накид, петля длинная, накид, петля. И так делаем 6 накидов, 6 петель. Все петли провязываем и вяжу 6 воздушных петель все вместе. То есть мы одну петельку уже провязали, еще дополнительно 5 воздушных петель провязываю. И теперь мы вывязываем вот здесь опять столбики. В первый столбик я провязываю столбик с накидом. Столбик с накидом я провязала, 1 воздушная петля. В следующий столбик я опять провязываю столбик с накидом. 1 воздушная петля. И так мы вяжем в каждый столбик по одному столбику с накидом. И между столбиками 1 воздушная петля. То есть мы провязываем здесь опять 10 столбиков. И таким образом вяжем дальше. Вот я провязала все столбики. И теперь мы вяжем опять же 6 воздушных петель. И вот здесь вот в арочку я провязываю опять 2 пышных столбика. 6 накидов, 6 петель.
Протягиваю через все петли и провязываю 3 воздушные петли. И также вяжем второй пышный столбик. Протягиваем через все петельки. Воздушная петля, хорошо затягиваем. И вот здесь, где мы провязывали 3 воздушные петли, вот сюда я завожу крючок еще раз и провязываю столбик с накидом. Вот таким образом. И следующий ряд мы также начинаем с 3 воздушных петель, поворачиваю вязание и здесь провязываю все то же самое, то есть 2 пышных столбика, между ними 3 воздушные петли. То есть у нас начало вязания всегда остается одинаковым. Мы вывязываем 2 пышных столбика. Вот таким вот образом выглядит. То есть начало ряда всегда одинаковое. В этом ряду мы вяжем 5 воздушных петель, все вместе. И теперь в первую между столбиками у нас воздушная петля, я провязываю сюда столбик без накида. 3 воздушные петли. Между следующими 2 столбиками во вторую воздушную петлю я также провязываю столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую петлю между столбиками опять столбик без накида. Таким образом мы вяжем дальше 3 воздушные петли, столбик без накида между столбиками. Здесь у нас где воздушная петля. 3 воздушные петли и опять столбик без накида. И так вяжем полностью до конца. Вот так вот выглядит. Я провязала 8 арочек все вместе. Здесь вот провязала последний столбик без накида. Теперь вяжу 5 воздушных петель. И вот здесь вот арочку опять же вывязываем 2 пышных столбика. 6 накидов, 6 петель. И так довязываем до конца. И здесь в конце, где вот мы провязывали 3 воздушные петли, столбик с накидом. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и опять вяжем 2 пышных столбика, между ними 3 воздушные петли. Начало всегда повторяем по рисунку, как мы уже с вами вязали. В конце ряда всегда 1 столбик, и в начале ряда мы начинаем вязание с 3 воздушных петель. Вот я провязала. Теперь вяжу 5 воздушных петель еще раз. И теперь мы в каждую арочку вяжем по 1 столбику без накида. То есть у нас количество арочек будет в каждом ряду на 1 уменьшаться. В первую арочку столбик без накида, 3 воздушные петли. В следующую арочку столбик без накида, 3 воздушные петли. И так вяжем дальше в каждую арочку. Столбик без накида, между ними 3 воздушные петли. И в этом ряду мы вяжем, тогда вывяжем 7 арочек. Вот так вот выглядит. 7 арок я провязала. И теперь с другой стороны я также провязываю 5 воздушных петель. И край также провязываем, как мы уже вязали. Вот в эту арочку я провязываю пышные столбики. Все точно так же, как мы уже с вами делали.
Вот я провязала, повернула вязание, еще провязала край. Раз, два, три, четыре, пятый ряд получается у меня. Теперь я вяжу 4 воздушные петли. И в каждую арочку вот здесь вот я вяжу, опять же, как мы уже вязали, столбик без накида, 3 воздушные петли. Столбик без накида, 3 воздушные петли, и тогда вяжем дальше. У нас получается в этом ряду 6 арочек мы провязываем. В последнюю арочку я еще раз провязываю столбик без накида вот здесь. Теперь я вяжу 4 воздушные петли. И здесь с краю опять вывязываю пышные столбики, как мы уже с вами делали. То есть я вот здесь провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 арочек. Вот я провязала, повернула. Сейчас я 6-й ряд у меня получается. Мы вывязываем 4 воздушных петли я провязала. Эти 4 воздушные петли мы теперь будем вязать во всех последующих рядах. То есть мы больше не уменьшаем количество петель. И теперь опять же в каждую арочку я вяжу по одному столбику без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида и так далее. И таким образом мы вяжем дальше. То есть начало, как мы уже вязали, здесь всегда между вот пышными столбиками и серединой мы вывязываем по 4 воздушные петли. И здесь мы вывязываем столбик без накида, 3 воздушные. И так вяжем, пока у нас посередине не останется одна арочка. То есть у нас все это будет сужаться. Вот здесь вот у нас будет постоянно количество арочек уменьшаться. Вот теперь у меня 5 арочек я провязала. И таким образом вяжем дальше. С этой стороны опять же 4 воздушные петли и провязываем край. И вяжем таким образом просто дальше. Вот я провязала сейчас с середы, у меня вот здесь посередине осталась одна арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это у меня сейчас получается 11 ряд. Пышный столбик я провязала. Теперь у меня здесь 4 воздушные петли. И вот сюда, в эту арочку, я также провязываю сейчас один столбик без накида. 4 воздушные петли. И опять вывязываем край из пышных столбиков, так же, как мы до сих пор вязали. Вот я провязала, вот таким образом выглядит. И теперь мы вяжем еще один ряд, пышные столбики я связала. Четыре воздушные петли. И теперь я вяжу в следующую арочку, вот здесь край, то есть мы середину пропускаем, опять то же самое, то есть пышные столбики. Вот мы между провязали 4 воздушные петли. И теперь вяжем еще один ряд. Пышные столбики я провязала. Здесь у нас до этого 4 воздушные петли было. Одну воздушную петлю хорошо затягиваем. И теперь вот сюда я провязываю пышный столбик посередине. Точно так же 6 накидов делаем и 6 петель. Все петли провязываем и одна воздушная петля. И теперь вот следующую арочку я также провязываю, как мы провязывали, полностью 2 пышных столбика. Вот таким вот образом выглядит у нас последний ряд.
И теперь мы вывязываем по краям. То есть у нас получается сверху это верхний вырез, а внизу это нижний край у нашего топа. И теперь мы обвязываем с вами края. 2 воздушные петли, то есть мы здесь продолжаем также вязание. У нас вот здесь вот эти вот петельки, где мы начинали вязание. Сюда мы будем вывязывать столбики без накида. Накид протянули нить, 3 петли на крючке и все 3 провязываем. Вот здесь вот я провяжу еще 3 столбик, накид, протягиваем нить и все 3 петельки протягиваем. Это столбик без накида. Вот в каждую вот эту вот петельку, которая у нас вот здесь с краю, мы провязываем по 3 столбика без накида, с накидом. Полустолбика я имею в виду. По 3 полустолбика. В каждый, практически каждый ряд, который у нас был до этого, мы провязываем по 3 полустолбика. Вот таким вот образом. И вяжем до следующего края. И вот здесь 2 ряда мы не довязываем. Вот эти вот 2 ряда здесь мы не вывязываем эти столбики, оставляем их. То есть вот вяжем таким образом дальше. Вот я провязала. Здесь вот 2 ряда я оставила. Вяжем теперь следующий ряд. 2 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И в каждый столбик мы вывязываем по одному столбику. Также полустолбики это у нас получается. Я провязала в общем 33 столбика. Вот в конце вязания, вот здесь между последними 2 петельками я провязываю еще 1 полустолбик. Вот здесь обязательно провязываем. Вот так вот выглядит. И начинаем следующий ряд. 2 воздушные петли. И опять вяжем в каждый столбик по одному полустолбику у нас получается. И так вот вяжем рядами дальше. Я провязала вот таким образом дальнейшие ряды. Теперь то же самое мы будем делать с другой стороны. Все то же самое. Беру нить, вот вставляю сюда крючок, беру нить, протягиваю и вяжу первые 2 воздушные петли. И вывязываю также по 3 полустолбика в каждую вот такую вот петельку. В общем, я провязываю 33 полустолбика. Плюс в начале вязания у нас получается 2 воздушные петли. Практически у нас получается все то же самое. Мы таким же образом вяжем дальше. В конце ряда оставляем вот 2 ряда недовязанных и вяжем 2 воздушные петли. Также в каждый полустолбик вяжем по одному полустолбику. Ширину вашего топа вы можете, конечно, индивидуально потом подогнать под свой размер. Вот таким вот образом выглядит. Лучше всего померить и посмотреть, какая вам ширина необходима. Я провязала 35 рядов вот таким вот образом. И, как я уже сказала, лучше всего, конечно, смотреть, какая вам ширина необходима у каждого, потому что размер индивидуальный. И теперь мы с вами будем вывязывать вот эти вот завязочки. Одну сторону я уже связала, вот так вот выглядит. И мы с вами сейчас будем вязать вместе вторую сторону.
Берем нить, завожу вот сюда в арочку крючок, протягиваю нить и вяжу 2 воздушные петли. Вернее, 3 воздушные петли. И теперь вывязываем опять наши пышные столбики, также 6 накидов, 6 петель. Провязываем через все петли 1 петлю и также 3 воздушные петли. И вывязываем второй пышный столбик. Все то же самое, как мы с вами вязали и вывязывали сам край. И теперь в конце вязания я вяжу 3 воздушные петли, поворачиваю вязание, и таким же образом мы опять вывязываем пышные столбики. То есть разница получается только в том, что я после второго пышного столбика не вяжу столбик, а так все то же самое. Первый столбик провязали, 3 воздушные петли, и теперь вяжем еще один пышный столбик. Три воздушные петли, поворачиваем вязание и опять провязываем пышные столбики. Я провязала на свой размер, у меня здесь пока еще 14 столбиков, но я потом позже поменяла на 10 столбиков, я провязала таких пышных. И теперь мы с вами будем довязывать завязки. У меня здесь 3 воздушные петли. И теперь вот здесь вот в арочку я вяжу полустолбик, 1, второй и 1 полустолбик я свяжу вот сюда, между вот этими, где у нас провязаны вот эти воздушные петли, вот здесь сюда я заведу крючок и свяжу еще 1 полустолбик. Все. Теперь 2 воздушные петли, и мы теперь вяжем по 2 полустолбика. Я провяжу вот здесь посередине 1 полустолбик. И теперь вот здесь вот между последними 2 петелечками сюда заведу крючок и провяжу второй полустолбик. 2 воздушные петли, поворачиваю вязание и теперь вяжу опять посередине полустолбик. Здесь завожу крючок и в конце между петельками вот здесь завожу крючок и вяжу еще 1 полустолбик. И таким образом мы вяжем нужную вам длину. Здесь вот вначале я провязала 2 полустолбика, чтобы немножко было пошире, чтобы не сразу так было узко, а потом меньше. Опять 2 воздушные петли и так продолжаем дальше. Вот таким вот образом. Длину можете связать индивидуально, как я уже говорила. У меня получились они где-то сантиметра 30-33 примерно в длину я связала. А теперь мы сшиваем задний шов. То есть складываем 2 части вот так вот вместе. Я уже часть сшила. Можно сшить, конечно же, обычной иглой. Я это делаю при помощи крючка. Вот таким образом ложим вместе. А теперь соединительными петлями мы соединяем.
Вот с одной стороны у меня вот здесь 2 перемычки, с другой я вот так вот завожу крючок под них. 4 перемычки на крючке, протягиваю нить и провязываю соединительную петлю. Таким вот образом. И опять завожу крючок, протягиваю нить и левую петлю через правую. Слишком туго не затягивайте, чтобы не затянулось все. То есть так вот свободно зашиваем. Таким образом мы прошиваем до конца ряда. Так вот выглядит с этой стороны. И так вот выглядит лицевая сторона. И теперь мы с вами, я вам покажу, как я убираю свои ниточки. Я здесь довязала. Я протяну нитку немножко пониже, чтобы нам потом завязать узелок. Где-нибудь вот вставляем крючок пониже и протягиваю ее вниз. Еще раз можно где-нибудь завести крючок, вот так провести вниз. И теперь саму нить можно вот так вот разделить на 2 части. Одну часть я еще раз протягиваю где-нибудь вот таким вот образом. Завязываем узелок. И еще пару раз где-нибудь вот так вот протянем пониже. И можно еще раз также сделать еще один узелок. Где-нибудь вводим крючок, протягиваем одну ниточку. И завязываем еще один узелок. И теперь можно отрезать ниточку. У меня, к сожалению, сейчас нет ножниц под рукой. Вот таким вот образом выглядит. Ну и, в общем-то, все. Мы с вами довязали этот топ. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Буду очень рада и до следующей встречи.